Приветствую вас на новом уроке. Давайте сегодня поговорим про Kali Linux, а именно я покажу, как установить Kali Linux последней версии из ISO-образа на, получается, MacBook. А MacBook у нас будет процессор M2 Pro у меня. Вот Kali Linux у нас получится дистрибутив операционной системы семейства Linux. Смотрите, чтобы скачать и зайти на kali.org, увы, сейчас в России нужен VPN. Вот, поэтому используйте, заходите на официальный сайт, вот здесь нажимаете «Скачать». Дальше вот это вот Images, это ISO-образ, вот здесь рекомендуется. И здесь вот выбираете, у нас уже был урок, где мы рассматривали именно под AMD x86-64 и Apple RM64. Я вот скачал вот эту прям. У меня уже скачано. Давайте посмотрим. Так, загрузки. Вот. Да. 3,97 весит. Все, образ у меня скачан заранее. Дальше. Все это дело буду ставить я на VMware Fusion. Это получается вот VMware Fusion. У меня версия VMware 25H2. Там чуть поновее сейчас есть. Можно на официальном сайте скачать. Она сейчас, в принципе, бесплатная. Либо что можно сделать? Я не знаю, как хотите, конечно, используйте или не используйте. Я использую вот такой сайт для скачивания как раз ПО под Mac. Всю жизнь, в принципе, пользуюсь. И проблем никаких не имею. Вот здесь пишем просто Fusion. И вот VMware Fusion Pro. И вот здесь как раз буквально вот я и скачал эту версию. Вот здесь скачать. Выбираете, лучше всего выберите вот этот второй вариант, Media File. Там он, понятно, VPN нужен опять же. И там вроде нормально все, там как раз нужный файлик. Вот, если вдруг у вас активации нету, да, там требовать будет активацию, то вот здесь вот по этой ссылке, вот они у нас, в принципе, подойдут, даже от 13 версии подойдут. Так, вроде все показал. В методичке, в принципе, я описал процесс установки. Все это можете скачать, а ссылки я вам и так, в принципе, все сейчас показал. Дальше. Создаем сперва виртуальную машину в VMware Fusion. Давайте даже открою вот так вот на весь экран. Здесь нажимаем плюсик, новое вот New. Да, у нас Select the installation method. То есть выберите метод установки. Здесь вот создать кастомную виртуальную машину. Выбираем ее. Вот. И нажимаем Continue. Так как Kali Linux мы будем ставить с вами самую актуальную сейчас, это 2026.2. Выбираем Linux, Debian 12, в принципе, подойдет. Можно, кстати, и 13, насколько я помню. 13 тоже подходит. Вот. Но я тестировал на 12, здесь вроде все заработало. Так что выберу 12, вы посмотрите сами. Окей. Здесь создаем новый виртуальный жесткий диск. Он у нас 20-гиговый. Так, окей. Идем дальше. Здесь поправим сейчас это еще. Вот здесь вот видите, у нас 2 гига оператива и так далее. Это поправить можно. Вот здесь нажимаю Finish. Вот здесь указываю имя. Ну, чтобы понятно было, что это Kali 2026. Так напишу. И, выбираю, куда сохранить. У меня это директория Virtual. Save сохраняю. Он сейчас запускается, что нам, конечно, не нужно. Поэтому вот здесь вот Virtual Machine Shutdown. А дальше вот просто нажимаю на нее правой кнопкой, и здесь вот настройки. Смотрите, чтобы общую папку настроить, это шеринг, вот здесь нажимаем, включить ее, плюсик, и выбираете общую папку между этим компьютером и виртуальной машиной. Например, пускай будет десктоп, как вариант. Окей. Все, отлично. Read и write, то есть это и записывать, и читать, все отлично. Хорошо. Дальше Show L.
Потом, смотрите, если хотите network адаптер поменять, да, чтобы у вас, получается, интернет был на кале, то здесь указываете Wi-Fi. И тогда он будет у вас в той же сети, в которой находится, получается, ваш домашний роутер. Ну, вот у меня это 10.08. Я сижу сейчас дома, роутер мне раздает по DHCP IP-адрес, и эта виртуальная машина тоже обращается именно к Wi-Fi. Через мой вот этот, получается, Wi-Fi. Окей, потом идем дальше. Hard-диск не меняем. CD-DVD SATA вот здесь Connect и указываем ISO-шник, это который вы скачали уже. Ну, если не скачали, скачайте. Здесь ничего не меняем. Вот здесь вот оставляем тип SATA и все такое. Show L. Дальше можно еще посмотреть Advanced. Здесь все нет, здесь мы ничего не трогаем. Камера нам не нужна. Hard-диск вы здесь можете поменять, если вам нужно там не 20 гигов, чтобы он был 30, например, как я хочу это сделать. Просто берем, так сохраняем и готово. Дальше. И я хотел еще оперативу. Так, оператива у нас вот здесь. Поставлю 4 гигабайта. У меня 16 на маке. Пускай будет 4096, 4 гигабайта. Хорошо. И стартап-диск. Здесь смотрите, чтобы у вас CD-DVD... Ну, если, например, у вас CD-DVD не запускается, то нажимаете сюда и рестарт. И тогда он у вас должен запуститься. Ну, в принципе, и так должен запуститься нормально. Все, остальное нам не нужно. Скрываю. Здесь вот правая кнопка стартап. Открывается и вталка. Вот здесь, смотрите внимательно, нам нужно, получается, нажать на окно. Мышка уже у меня пропала, видите, вот здесь справа, сверху, to release your mouse, press, Ctrl и Command. Ctrl-Command нажимаю, и появляется мышка. Если мышка у вас пропала. Нам нужно выбрать график install. Нажимаю Enter, мышка опять пропала, Ctrl-Command, и мышка появилась. Так, это я пока так открою. Сверну это. Здесь просто выбираю язык. Стрелочка вниз. Поставлю русский. Хотя... Ладно, поставлю русский, просто чтобы проще было кому-то. Вот, русский. Российская Федерация. Здесь русская раскладка. Левый Alt плюс левый Shift. В принципе, поменять раскладку окей. Английская там встает. Сейчас загрузка дополнительных компонентов. Здесь, смотрите, нужно выбрать имя компьютера в сети. Это имя не вашего компьютера, именно хоста, а имя компьютера в сети. То есть как в сети будет отображаться ваш компьютер. И я укажу, наверное, Nmap, так как у меня данный компьютер будет связан с Nmap. Окей, продолжить получается. Имя домена я пропускаю, хотя можно там какой-нибудь там local. Вот. Ну, у нас домена нет. Продолжить. Полное имя нового пользователя у меня будет user. Имя вашей учетной записи user оставляем. И пароль там 1, 2, 3 поставлю. Если у вас машина там для каких-то важных дел, то, конечно, пароль важный ставьте. Я поставлю 1, 2, 3, чтобы просто потестить. Москва, время. Вы выбираете свое. Сейчас у нас будет разметка дисков. Установка это очень простая, напоминает Debian-овскую, так что ничего сложного. Смотрите, здесь можно выбрать автоиспользовать весь диск, и он полностью размечает его, как ему там удобно, да, как он там уже конкретно записан в коде. Автоиспользовать весь диск, настроить LVM. LVM это логические диски, это когда у вас несколько дисков, вы хотите их в один логический том собрать, или там потом добавлять третий диск и так далее. Тут очень удобно. Прям работает очень круто. У меня такой необходимости нет, поэтому я не буду использовать. Но весь диск с шифрованием то же самое, что LVM. Только еще шифрование, чтобы если диск там вдруг нужно будет вытащить, его не расшифровать без пароля.
И вручную это прям ручками вы все делаете, там, разбиваете полностью. Я сейчас буду использовать использовать весь диск. Продолжить. Вот наш диск 32,2 гигабайта. Продолжить. Здесь, смотрите, выбрано для разметки такой-то диск, схема разметки. Все файлы в одном разделе. Если вы просто не хотите сильно заморачиваться, то, в принципе, так и делаете. Если хотите, чтобы у вас отдельный home был, то выбираете отдельный home. И это домашняя директория. Если home, var и tmp, то выбираете ОК. Третий вариант. Это home, это домашняя директория, var. Это там логи могут храниться, не только tmp, это временные файлы. Также еще swap для серверов отдельные разделы или же схема разметки для дисков малого объема, меньше 10 гигабайт. Я выберу первый вариант. Здесь закончить и записать изменения на диск, продолжить нажимаю. И вот здесь нажать «Да», а потом продолжить. Все. Сейчас будет установка базовой системы. Ну и дальше будет уже остальные окна выходить. Здесь, смотрите, выбор ПО. Если вы ставите Kali и хотите, чтобы там по умолчанию было все необходимое ПО, то выбираете прям вот все 3 последних пункта, оставляете. Дальше вот здесь единственное, что нужно выбрать либо XFCE, это по дефолту графика, либо GNOME, либо KDE Plasma. Я по умолчанию всегда использую XFCE, вы уже смотрите на свое усмотрение. В принципе, я все оставляю по умолчанию. Нажимаю «Продолжить». И вот сейчас нужно подождать, когда будет установлено 2659 пакетов. Сперва он их скачивает с интернета, потом он их устанавливает. Поэтому интернет этой виртуальной машине нужен обязательно. Вот, все установилось. Прошло минут где-то 10, не больше. Вот, установка завершена. Просто нажимаем «Продолжить». Сейчас все закроет, перезапустится, и все, в принципе. Вот, пошел запуск. Уже сама операционная система. Здесь у меня это user и пароль 123. У вас свое. Здесь вот можно вот так вот расширить получше, чтобы было. Все, в принципе, вот она, наша операционная система Kali Linux с всеми категориями ПО, в том числе новыми. Посмотрим, какое у нас тут ядро. Через терминал 6.19. Новое ядро. Потом давайте зайдем вот так, открыть папку файловая система. Получается, мне нужно, скорее всего, медиа. Нет, не медиа. МНТ. Нет. Так, тогда интересно. Куда она могла деться? Здесь должна быть общая папка. Давайте проверим, имеется ли она. Да, вот она. Добавлена. Тоже нету. Тоже нету. User. Тоже нету. Да, должно быть в МНТ. Давайте попробуем, наверное, выключить машину. Virtual Machine Shutdown. Потому что у меня она работала. Так, выключу, потом зайду и запущу по-новому. Что-то самое интересное стало, почему я в этот раз не захотел. Здесь, да, вот здесь, смотрите, видите, вот опять установка запускается. Такое бывает, это нормально. Заходим в CD, DVD Drive и убираем вот тут Connect. Show L. Потом нужно Virtual Machine, не Shutdown, а Restart. И он должен уже запускаться именно как Kali. Вводим пароль с логином. Так, сразу же давайте расширю. Потом открываем файловую систему. Нет, не хочет. Может быть, ему, знаете, вот бывает такое, что заходишь вот в настройки шеринг, получается, убираешь, там галочку убираешь, да, закрываешь, потом еще раз заходишь в настройки, шеринг, включаешь, и, например, там не десктоп, а пускай будет там папка загрузки. Все, окей.
И видите, она появилась. Да, бывает такое. И вот она. Это такое. И вот она. Это моя папка. Все, значит, работает между этими компьютером виртуальным и основной, все работает. Ну и Nmap здесь тоже присутствует. Минус-минус версион Nmap. 7.99. Вот как мы в курсе в этом и изучаем данную версию. На этом, в принципе, мы закончили. Давайте я его выключу, машинку. Она мне сейчас не нужна. Так, вот ее закрою. Потом моя Валя Fusion. Я сделаю еще снапшот. Снимок экрана. Так, снапшот здесь. И укажу дату. Это у нас 02 07 2026. Напишу здесь install Kali. Это если вдруг что-то в будущем я там сломаю, то можно будет вернуться к этому снапшоту. Немного памяти больше, конечно, занимает, но, в принципе, если вы пользуетесь операционками, то можно. Видите, у меня тут есть Alt Desktop, это вот пользуюсь на Маке. Вот так, в принципе, все это устанавливается и настраивается. На этом наше видео закончилось. Всем спасибо. Пока.